Что если музыка — это главный инструмент нашей жизни? Я не занимаюсь пением и никогда им не занималась, но с самого детства я всегда слушала музыку. Я помню, когда мне было лет 6, я слушала группу «Сплин», мое сердце остановилось, и просто бегала по дому и пела эту песню. И сейчас каждый день я слушаю музыку, каждый день я ищу какие-то новые концерты, пытаюсь найти все больше и больше, потому что музыка для меня это что-то больше. Я предпочитаю наушники вот такие Marshall, решила вам их поближе показать, они на самом деле очень удобные и у них супер емкая зарядка. Объясню, я наушники заряжаю, мне кажется, раза 3 в год. Они очень мягенькие, удобненькие, стоят, да, дороже обычных наушников, но при всем при этом они держат зарядку, по-моему, 80 часов. Новые вообще до 100 часов держат. Поэтому наушники именно такого формата я очень люблю. Мось немного не понимала, что происходит, зачем вообще нужен этот цвет, а я хотела как можно глубже показать свое отношение к музыке. Недавно я решила научиться играть на синтезаторе, потому что это тоже музыка. И вы знаете, я поняла, что мне нравится играть на синтезаторе тогда, когда я знаю слова песни, когда я могу подпеть, когда я могу симпровизировать что-то, да, очень нравится. И концерты теперь занимают огромную часть моей жизни. В этом году я побывала у Макса Коржа, я побывала на концерте Никельбека, я побывала на 30 Seconds to Mars, также была на Левис Капалди, на Аврил Лавин. Господи, была на очень огромном количестве групп, и в этом году у меня запланированы еще 21 Pilots, Билли Айлиш, Imagine Dragons, Linkin Park. В общем, ребят, концерты действительно стали большой частью моей жизни, чему я очень рада. Это огромное количество впечатлений, эмоций и просто отведение души. Поэтому наушники, которые через голову, они лучше передают звук, и ты больше можешь погрузиться в эту самую атмосферу. А сейчас мы с вами идем на улицу, чтобы я вам кое-что показала и еще рассказала. Что ж, я думаю, вы часто меня достаточно видите на видео в наушниках. Я их использую в большинстве своем, чтобы мне не надували ушки, но при всем при этом мне каждый раз играет там музыка. Я уже адаптировалась под то, чтобы разговаривать, слушая музыку. Короче, наушники — это вообще то, что я люблю. Если мы на минутку представим, что я живу в России, вероятнее всего, я бы в снег не выбегала на улицу. Но так как мы живем в Праге, и в Праге снег достаточно редкое явление, то каждый раз, когда я его вижу, я сразу выбегаю на улицу. Плюс в России снег, он немножко другой все-таки. Не могу объяснить. Прага, когда в нее... Давайте я вам покажу сейчас быстро. Я, правда, опаздываю. Меня сейчас побьют. Но когда в Праге идет снег, там нет никого, я еще пока нет, то все соборы, которые здесь есть, они автоматически просто превращаются в какую-то сказку. Посмотрите. Но по этим причинам, конечно же, я сразу собираю все свои вещи, независимо от того, что я делала, как я делала, где я делала, иду смотреть на снег, потому что гулять по центру Праги в снег — это что-то на супер сказочном. Да даже в обычных улочках, да, в центре гулять это тоже супер классно. Поэтому, конечно, я всегда выберу выйти на улицу, нежели сидеть дома. Насколько я знаю, наушники, в которых я сейчас с вами, они не сильно подходят под то, чтобы их мочить. Есть наушники, которые, как это правильно называется, водоотталкивающие, не знаю, как правильно назвать. А есть наушники, как эти, они тоже классные, но при всем при этом нужно быть осторожным, чтобы вода не попадала туда. Поэтому во время дождя либо снега я чаще всего одеваю какой-нибудь шарф. Но сейчас снег не сильный, поэтому я без него.
приехала в центр, значит, чтобы посмотреть, какое здесь заснеженное все. А хрена там, да? Ну ладно. Уже какой-то дождик. Снимаешь? Так забирай. Я ж не полезу к этому. Он должен согреться. Снега нету. Все, настой. И в завершение всего хочу сказать, что если ты так же, как и я, любишь музыку, выбирайте наушники, которые действительно передают звук, ведь музыка с нами и в хорошее, и в плохое настроение.